Общий привет, вы на канале FanFan Мышан. Мануальный объектив, запись звука на портативную студию, а значит это новый выпуск Quick Review. Кстати, напишите, как меня видно, может быть это первый выпуск, когда я буду в фокусе. Сегодня я хочу вам рассказать о детективном сериале, действие которого происходит в 20-х годах прошлого столетия. И когда у истории такое описание, опытный зритель сразу может определить ее жанр. Это нуар. Да, тут вы совершенно правы, это нуар, но не привычный нам классический американский, а югославский. Сериал «Тени над Балканами» снят сербскими кинематографистами. И действие его происходит тоже, хотя вот тут интересно. Действие происходит в королевстве СХС – сербов, хорватов, словенцев. Вы знали про такое государственное образование? Лично я нет. Мы и собственную историю не особо хорошо знаем, при этом постоянно ее переписываем. А историю других стран и подавно. Но тут мы с вами не одиноки. В других странах примерно такая же ситуация. Однажды сербский режиссер Драган Белогрич работал над фильмом, действие которого происходило в 30-е годы прошлого века. Он углубился чуть дальше в историю и вдруг понял, что он очень мало знает о Сербии 20-х годов. А это очень интересный период. Хотя давайте будем честны, какой исторический период не возьми, на Балканах он всегда будет очень интересным. Кто-то из больших политиков сказал, что Балканский полуостров – это пороховая бочка. Я не нашел автора этой цитаты, и если вы знаете, кому она принадлежит, напишите мне, пожалуйста. Не мог же я сам ее придумать. На относительно небольшой территории расположены вроде бы братские народы, но которым очень сложно между собой договориться. Плюс они еще были зажаты между тремя империями – австро-венгерской, османской и российской, каждая из которых оказывала влияние на события внутри. И даже когда эти империи исчезли, казалось бы, влияние осталось. В итоге событиям на Балканах в любой период истории позавидовали бы «Игры престолов». Некоторые из них хорошо известны, потому что оказали огромное влияние на весь мир. Другие же оказались в их тени. И сериал «Тени над Балканами» показывает нам их, пусть и с долей вымысла, но достаточно подробно. Драган попросил сценариста Стефана Копривицу разработать идею сериала про вторую половину 20-х годов в Белграде. И тот написал киноповесть в жанре нуара. Там усталый пожилой детектив и его молодой идеалистический напарник расследовали жестокие убийства, за которыми стоял мистический культ. Белогрич этот сюжет взял за основу и насытил интересовавшими его деталями этой эпохи. Тут и македонские сепаратисты, и хорватские националисты, и турецкие контрабандисты, и белградская богема, и правящая династия Карагеоргиевичей, и русские казаки Врангеля во главе с самим Врангелем. Что отличает «Тени над Балканами» от американской продукции, так это отсутствие повестки и вынужденной толерантности. То есть все расы и национальности показаны на экране соответствующими представителями. Сербы играют сербов, русские – русских. Да, в сериале заняты узнаваемые российские актеры, такие как Александр Галибин. Здравствуйте, меня зовут Александр Галибин. И Андрей Зебров. Даже Мустафу Голубича, которого в тот период называли самым опасным человеком на Балканах и который являлся уроженцем Герцеговины, играет герцеговинец Горан Богдан. Конечно, не обошлось без некоторых огрехов, где-то советский флаг кверху ногами висит, где-то диалоги на русском звучат чуть странновато, но при просмотре на это вообще не обращаешь внимания, погружение полное. Даже детективную линию, которая является основной, затмевает все это национальное и идеологическое разнообразие, густо замешанное на балканском колорите. Где еще главный детектив, главный террорист и главный бандит могут спокойно общаться за столом в кафане, потому что все они когда-то служили в одном полку. Надо сказать, что и визуально все очень снято на высоком уровне. Кроме подходящей натуры, которую искали по всей Сербии, были выстроены декорации старого Белграда. Не каждый европейский сериал может похвастаться таким качеством визуала. Всего планируется снять 3 сезона в разные исторические периоды. И уже снято 2. Я пока посмотрел первый и очень вам его рекомендую. Сейчас я покажу трейлер первого сезона, но перед этим прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и нажать колокольчик. Kolubara. Kemal Çalan. Beograd. Beograd. Такой тут. Был запрет в медок.
djelat će to. Eto, to je svetinja, to se ne dira. В этой комнате присутствуют все те, кто знали, что хранится в алтаре. Вы думаете, что я мог бы кому-то сказать, где находится последняя память и последняя надежда нашей погибшей державы? Odakle ti ovo? Если ваши темные делишки стоили отцу Антону головы, генерал Врангель узнает об этом. Наша церковь в Белграде ограблена. И? Украдена. Sie ist aufgetaucht in Belgrad. Sind Sie sich sicher, dass es ein Original ist? Wir sind ja nicht mal bei dem Original sicher, dass es ein Original ist. Молім, хочу да пошлю телеграм. Імам поклон за тебе. Vi ste Andra Tanasijević. Obično sam ja taj koji postavlja pitanje. Inspektor Stanko Pletikosić, tehnička policija, javljam se na dužnost. Sam ti rekao da neću da radim ništa s tobom. Dobro, vi mislite da ja želim da radim sa vama? Pisalo je pozdrav od tatka. A mi ćemo sada da jurimo tu tatkovu bandu. Ovaj sto je, pretpostavljam, slobodan. Treba mi izveštaj sa one racije na dokovima. Šta ćeš ti bre to? To ti je opijum, šverc. Na svaku ćošku imaš makedonsku robu. I to prvoklasnu. Znači da je neko preuzeo posao. Koji je najpoznatiji proizvod sa juga Srbije? Pretpostavljam da ne mislite na Ajvar. Mak, opijum. Taj tatko, on je to prodavao po Beogradu. Jeste. Dok se nije zamerio Rusima, pošto oni valjaju turski. Da ih ne štite žandari, prebali bi ih s 10 ljudi. Інспекторе, видим, да istraga napreduje. Izvolite robu. Konkurencija je rešila da se povuče. Počinje rat na ulicama, nađi mi ubicu. Prvo, da mi ispuniš ove uslove. Opet za onoga tvog. Nije on moj, nego naš ratni drug, heroj. Ako su stvarno Makedonci, od njega mogu sve da saznam. Šta je s moj narod? Jesmo Srbi, Hrvati, Slovenci. Ne smo. Gde je nama zemlja, Tane? Nemoj bre da mi držiš govore ovdje. Hoću advokata. Zapiši ime. Ante Pavelić. Ona bagra što hara dole na jugu Srbije. Dobar dan. Nedavno se udružila sa hrvatskim separatistima. Strašan problem. Ja imam zastupnički imunitet, daj, odbij! Hoćeš ja tebe sada vodim u podrum? Ti odbijem bubrege tamo. Čujem da ste opasni. Recimo samo da mi je veoma stalo do pravde. Pa onda nije ni čudo što sam sreo kod generala Živkovića. Služba vojne bezbednosti je upravo poznata po pravdi. Jer Živković toliko rešen da sačuva od javnosti svoj hobi, da je zbog toga spreman da ubije. Rekao sam ti da ne radiš ništa na svoju ruku. Ne igraj se sa generalom Živkovićem. Što? Znam da ne voli žene, ali mislila da sam te probao. Čak i kralj igra kako on kaže. Sunce ti jebem, Đukić je javni tužilac, Živković me lično zvao da urgira. Ćete zvati da urgire ako se ispostavi da je Đukić ubica? Zar misliš da bi čovjek njegovog ranga tako ubio svoju ženu? Ma, pusti rang, gledaj čoveka. Ubica je iskusan sa sečivom, jedan precizan rez, ma čista hirurgija.
Šta radite vi to? Gdje god se pojavite, padaju glave. Trebalo je da plačeš kad si prodavao one pederske sličice na 2 različita mesta. Rekao sam im da su kod tebe. Vi znate šta treba da mi date, a to je mala cena da me više nikad ne vidite, je tako? Recite mi, da li je Maja Davidović napuštala bal? Zašto me to pitate? Kad ispituješ svedoke, gledaj ih u oči, nije važno šta pričaju, nego kako pričaju. Inspektore, došao sam do novih saznanja. Redovna policijska kontrola, nastavite sa svojim poslom. Pamet! Ja sam kraljevski oficir, pamet! Stani! Nije ni čudo što nam je ovakvo stanje u državi. To je sve zato što smo se o Boga ogriješili. Pa prvi je počeo. Kako on nama, tako mi njemu. Ne huli, Tane, bolan. Bog te spasio 2 puta i izvuko iz mrtvih. Častio me u pičku materiju. А на этом все. Но дальше будет много интересного.